Здравствуйте! Я смотрю фотографии. Хотите, покажу? Смотрите урок номер 4. Это урок номер 4. Наша тема – семья. А сейчас я покажу вам фотографии. Смотрите. Это мои родители. Кто это? Это моя мама. Как ее зовут? Ее зовут Ирина. Кто она по профессии? Она инженер. Кто это? Это мой папа. Как его зовут? Его зовут Валентин. Кто он по профессии? Он тоже инженер. Они инженеры. Мама и папа – это родители. Родители. Посмотрим еще. О, а это мы с друзьями. Смотрите, это я и это мой муж. Я жена и он муж. И это наши друзья. Здесь мы в Италии. Посмотрим. Вот это тоже наши друзья. Это моя подруга. Ее зовут Лена. А это ее муж. Его зовут Костя. Это их дети. Это их дочка. Ее зовут Полина. А это их сын. Его зовут Яша. Костя и Лена – это муж и жена. И они родители. А Полина и Яша – дети. Родители и дети. Яша и Полина – это брат и сестра. Яша – ее брат, а Полина – его сестра. Брат и сестра. Кстати, у меня тоже есть сестра. Смотрите, это я и это моя сестра. Ее зовут Анна или Аня. Мы сестры. Ну вот, пожалуй, это все. Что мы узнали сегодня? Во-первых, новые слова. Наша тема – семья. Посмотрим. Папа и мама – это родители. Папа – это он, мужчина. Мама – это она, женщина. Родители – папа и мама. Муж и жена. Брат и сестра. Брат и брат – это братья. А сестра и сестра – это сестры. Сын, маленький мальчик, ребенок – это сын. И дочка, девочка. Сын и дочка – это дети. Сын и сын – это сыновья. Сыновья. А дочка и дочка – это дочки или дочери. Плюс не семья, но тоже важные люди. Это друг, если это он, и подруга, если это она. Вместе
друг, подруга, мужчины, женщины – это друзья. И подруга только женщины – это подруги. Плюс вы слышали вопросы. Как его зовут? Как ее зовут? Если это он, мужчина, мы говорим, как его зовут. Например, как его зовут? И отвечаем, его зовут Валентин. Если это она, женщина, мы спрашиваем, как ее зовут? Ее. Как ее зовут? И отвечаем, ее зовут Ирина. И если это они, мы спрашиваем, как их зовут? Их. Как их зовут? Их зовут Валентин и Ирина. Их зовут Валентин и Ирина. Понятно? Отлично. Но это еще не все. Что еще мы узнали сегодня? Притяжательные местоимения. Мария, что это притяжательные местоимения? Сейчас объясню. Вы слышали, я говорила, это моя мама, это мой папа, это мои родители. Мой, моя, мои – это притяжательные местоимения. Давайте посмотрим. Если это я, у нас три варианта. Мой, моя, мои. Если это мужчина, папа, брат, сын, тогда мой. Он мой. Это мой папа, например. Если это она, мама, сестра, подруга, тогда моя. Это моя мама. И если это они, тогда мои. Это мои родители. Понимаете логику? И если это ты, тоже три варианта. Твой, твоя, твои. Это твой папа? Нет, мой. Это твоя мама? Нет, моя. Это твои родители? Нет, мои. Мы. Три варианта. Наш, наша, наши. Это наш друг. Это наша подруга. Это наши друзья. Вы или вы формально. Ваш, ваша, ваши. Это ваш друг. Это ваша подруга. Это ваши друзья. И хорошая новость, если это он, только один вариант – его. Например, это Костя, и это его жена, это его сын, это его дочка, это его семья, его. Только один вариант. Очень легко. И если это она, тоже только один вариант. Ее. Например, это Лена, и это ее муж, ее дети, ее сын, ее дочка. Ее. Всегда ее. Если это они, тоже только один вариант. Их. Это Лена и Костя, и это их дети, это их дочка, это их сын. Их. Один вариант. Понятно? Отлично.
Итак, сегодня мы узнали очень много. Не забудьте посмотреть практику. И сейчас вы знаете, что моя семья – это папа, мама, сестра и муж. А ваша семья – это кто? Как их зовут? Кто они по профессии? Мне очень интересно. Напишите здесь. Удачи и до встречи на практике. До свидания.